Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, появились плейлисты с изделиями готовыми, связанными крючком. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, просмотры, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с новым узорчиком и вот с такими вот ниточками. На канале много новичков, поэтому новички, знакомьтесь, если вы еще не работали с данной пряжей. Называется она Alize Angora Gold. В моточке получается здесь 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Дальше смотрим, пока не забыла по порядочку, да. Получается цвет 185. На камеру передается такой, как он есть на самом деле. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка, крючок номер 3. И вы, в свою очередь, берете любую пряжу. Все узорчики универсальные, поэтому берете любую пряжу. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читаете инструкцию, аннотацию к пряже и подбираете крючок, который вам подойдет, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, как и договорились. Схемка хорошего качества, я вам ее показываю. Смотрите, схемка цветная, вы не запутаетесь. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас все обязательно получится. Но при этом не забывайте смотреть на схемку. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается. Провязали, посмотрели. Ничего сложного. В дальнейшем вы научитесь самостоятельно работать абсолютно с любыми схемами. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика получается 7 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов. Ниточка тоненькая, наберу 5 раппортов. Это получается 35 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, у меня будет 36 воздушных петелек. Для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд, потому что новички могут запутаться в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, в столбиках они точно не запутаются. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Получается столбик с накидом. Дальше накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот шагаете в каждую петельку цепочки, провязываете столбик с накидом, ничего сложного. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. У меня получается 36 воздушных петелек. Значит, у меня будет 36 столбиков. Несложно, да? И все. И вот так вот аккуратненько шагаете до конца ряда. Смотрите. Вот эти 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали в самом начале ряда, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца ряда, несложно у вас получится, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали столбики с накидом. Теперь мы точно не запутаемся и смотрим на нашу схемку. Итак, для начала делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. На схемке, на данной схемке столбик без накида обозначается крестиком. Поняли, да? Наша с вами задача провязать в
каждую верхушку предыдущего столбика с накидом столбик без накида. Поняли, да? Все, для себя зафиксировали, что в данной схеме крестик это столбик без накида. И вот так вот шагаете до конца ряда. Можете сами себя проконтролировать. Количество столбиков без накида у вас будет ровно столько, сколько вы набрали столбиков с накидом. Опять же, воздушных петелек, да? Все, провязываем, считаем. Несложно. Давайте в конце ряда я вас встречу самостоятельно. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. У нас получается, мы провязывали над каждым столбиком с накидом столбик без накида. А здесь у нас 3 петельки подъема. Помните, да, в предыдущем ряду? Мы беремся за третью петельку и провязываем в нее столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки, поворот, накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, вот так вот потянули на высоту, получается, наших петелек. И все вместе провязали, обязательно зафиксировали воздушной петелькой. Далее воздушная петелька, накид, нырнули сюда же, вытянули ниточку, подтянули на высоту столбика 1, накид, нырнули сюда же, вытянули ниточку, подтянули 2. Теперь все вместе провязали и зафиксировали. Вот такой вот пышный столбик у нас получается. Но мне кажется, это жиденький пышный столбик, так, как бы как по схемке показывается. Давайте на следующих столбиках пышных я вам покажу, как будет смотреться, если мы сделаем больше петелек и больше накидов. Итак, для начала мы пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязываем столбик без накида и в четвертый столбик без накида. А теперь смотрите, накид, пропускаем 2 столбика и работаем с третьим столбиком. Теперь я хочу для сравнения сделать вам, получается, пышные столбики, состоящие из 5 накидов и 5 петелек. Пряжи, конечно, скушает больше, но смотреться будет эффектнее. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, 4 и 5. Теперь все вместе провязываем и фиксируем. Смотрите, какой пышный столбик получается. Дальше делаем воздушную петельку и сюда же опять ныряем. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Второй пышный столбик, воздушная петелька. Сюда же третий. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и обязательно зафиксировали. Воздушная петелька. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и зафиксировали. Воздушная петелька и 5 раз. Сюда же 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот такой веерочек у нас, смотрите, какой пышный получается. Так. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в третий провязываем столбик без накида. Есть. И следующий столбик также столбик без накида есть. Вот, смотрите. Хотите, провязывайте с 2 петельками, 2 накидами, может быть с 3, с 4. Вот так выглядит 5. Идем дальше. Опять точно так же. 1, 2 столбика пропускаем в третий. Потянули ниточку 1. Давайте сделаем с 3 накидами, с 3 петельками. 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Второй раз сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Третий раз. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Четвертый раз. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И сюда же 5 пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, все вместе за один раз зафиксировали. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2 и в третий, и в четвертый провязываем столбики без накида. И смотрим, сравниваем, какие столбики нам пышные больше нравятся. Здесь 3 петельки
3 накида, здесь 5 петелек, 5 накидов, здесь, 2. Вот, смотрите, как вам больше нравится, так продолжаете дальше вязать до конца ряда. Договорились? Вы справитесь. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. Я остановилась на 3 накидах и 3 петельках. Так, идем дальше. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали последние 2 столбика без накида, пропускаем 2 столбика, накид, и вот самый последний столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем пол веерочка. Смотрите, раз накид, 2, 3, провязали все вместе, зафиксировали, воздушная петелька, сюда же второй такой же пышный столбик, раз, 2, 3, 3, то есть как бы неплохо смотрится, да? Провязали, зафиксировали, воздушная петелька, и третий такой же столбик, раз, 2, 3, провязали, зафиксировали. И получается, мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Кстати, начинали, видите, получается здесь один пышный столбик, второй пышный столбик, третий пропустила я. Но вот видите, как невнимательно. Итак, 3 пышных столбика. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика пышного провязываем столбик без накида. Есть. Теперь вот в арочку из воздушной петельки провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, 2 воздушные петельки. Переключаемся вот на наши 2 столбика предыдущего ряда. И в них провязываем точно такие же пышные столбики. Я буду делать с 3 петельками, 3 накидами. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Ну, как бы, чтобы сохранить общий объем, да, пышных столбиков. Провязали все вместе и обязательно зафиксировали. Накид, в следующий столбик по порядку, точно так же пышный столбик. Раз, накид, 2 и 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот таких вот 2 пышных столбика у нас получилось. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас 5 пышных столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5. И 4 арочки. Раз, 2, 3, 4. Работаем со второй арочкой. Столбик без накида в нее. И с третьей арочкой. Столбик без накида в нее. Поняли? Вот такая получается картина. Опять 2 воздушные петельки. И переключаемся на наши столбики без накида предыдущего ряда. В них тоже провязываем пышные столбики. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И в следующий столбик. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такая картина у нас по итогу получается. И так вот вы шагаете до конца ряда. Ничего сложного. 2 воздушные петельки. Во вторую арочку столбик без накида. И в третью арочку столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И опять 2 пышных столбика. Поняли, да? Все по схемке. Ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно. У вас получится. Так, смотрите. Вот что по итогу получается. Краешек, получается, нашего узорчика выравнивается. Да? До этого он был волнистым. В этом ряду он выпрямляется. Итак, 2 пышных столбика. Дальше у нас 2 воздушные петельки. В арочку, да, у нас здесь получается должны быть 3 столбика. Но вот я провязала 2. Получается, во вторую арочку столбик без накида. И там, где у нас, ну как бы пышный столбик, он наполовину пышный, да, у нас получился. Мы беремся вот за третью петельку нашу подъема. И в нее провязываем столбик без накида. И на этом наш ряд заканчивается. Теперь смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Раз. И в следующий столбик, столбик без накида 2. А теперь смотрите, делаем накид. И вот между нашими пышными столбиками, вот между пышными столбиками здесь вот мы будем провязывать точно такой же веерочек из пышных столбиков. Давайте вместе. Накид. Ныряем вот в эту арочку и провязываем. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Третий раз сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Четвертый раз. Раз, 2, 3.
провязали, зафиксировали, воздушная петелька, и сюда же 5 раз. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Теперь мы переключаемся вот на наши 2 столбика без накида, и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Раз, 2. Смотрите, что в итоге получается. Видите? Вот такая вот картина. Ничего сложного, а по факту мы повторяем самый первый ряд, просто мы его сместили. Все. И опять точно так же накид. Вот между нашими пышными столбиками начинаем провязывать веерочек, состоящий из 5 пышных столбиков. Не забывайте, что между столбиками воздушная петелька. Все, как вам? Я думаю, несложно. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали веерочки снова. Вот что по итогу получается. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. Получается, у нас здесь 2 столбика без накида. Мы в первый столбик и во второй столбик точно так же провязываем по столбику без накида. Ничего сложного, ряд закончен. Теперь 2 петельки подъема. Раз, 2, поворот. И сюда вот в этот же столбик мы провязываем пышный столбик. Подтянули. Раз и 2. Все вместе провязали, зафиксировали. И во второй столбик точно так же. Пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Теперь 2 воздушные петельки и точно так же находим вторую арочку и третью арочку. Во вторую арочку провязали столбик без накида. И в третью арочку провязали столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и точно так же вот наши 2 столбика провязываем по одному пышному столбику. Все столбики у нас одинаковые. И сюда же второй. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и опять вторая и третья арочки. Столбик без накида, столбик без накида. Мы с вами так провязывали, так уже. Просто мы, данный вот наш ряд второй, да, был, первый был с веерочками, второй вот с нашими пышными, так скажем, столбиками, стоящими вертикально. Просто сместили в шахматном порядке. Все, ничего сложного. Продолжайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы закончили, получается, наш ряд с вертикальными пышными столбиками. Начали 2 столбиками и закончили 2 столбиками. Ничего сложного. Дальше 2 петельки подъема. Раз, 2, поворот, накид. В верхушку пышного столбика провяжем пышный столбик. Раз, сюда же 2, зафиксировали. Есть. Дальше. 1 воздушная петелька, а теперь 2 получается еще пышных столбика вот в эту арочку провязываем. Раз, у нас как бы пол веерочка здесь будет. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Переключаемся на наши 2 столбика без накида. Сюда провязываем столбики без накида. Раз и 2. То есть мы с вами повторяем самый-самый наш первый ряд. Поняли, да? И опять вот наша арочка из воздушных петелек. Сюда провязываем 5 пышных столбиков. Формируем объемный веерочек. Зафиксировали. Воздушная петелька. Сюда же точно так же второй столбик. Поняли, да? То есть у нас, по идее, сам по себе узорчик представляет 2 ряда. Вначале это будут веерочки, потом вертикальные столбики. Смещаемся в шахматном порядке, веерочки, пышные столбики вертикальные. Потом опять возвращаемся к первому ряду, веерочки, пышные столбики. Поняли, да? Раз, 2, 3, 4. Опять будет раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. А так всего 2 ряда. Ну, скажите, совсем не сложно. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Договорились? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Ну, в принципе, уже суть понятна, да? Узорчик у нас двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше всего понравилась. Такая будет у вас лицевая. Смотрите, видите?
Все идентично, все одинаково, но, возможно, более симпатичная, так скажем, для вас, это будет ваша лицевая сторона. Узорчик, конечно, объемный. Смотрите, какой он интересный. Пряжи кушает он много. И смотрите, вот здесь так вот положить, получается, он расходится вот так вот вширь. Так, незначительно. Он как бы здесь не расходится, просто вот мы с вами провязали столбики с накидом, да, нужно будет заранее, смотря что вы будете вязать, сделать эластичный край. У меня есть видео с эластичным краем, но на YouTube, в интернете тоже очень много видео, как вязать правильный эластичный край. Совсем ничего сложного, получается, он сам по себе будет у вас растягиваться. Сейчас он у нас не тянется, и поэтому создается эффект такой вот пирамидки. А так, вообще ничего сложного нет. Не забывайте, что узорчик можно переворачивать вот так. То есть веерочки могут смотреть у вас вниз, смотря какое изделие. Возможно, вам понадобится вот такой вот волнистый край. Если волнистый край вам не нужен, вы просто-напросто провязываете следующий ряд, да, когда будут вертикальные, получается, пышные столбики. И он у вас, естественно, выровняется. Все, ничего сложного. Из моих ниточек вот так вот тянется. Вот так вот тянется. Из ваших может тянуться больше, может меньше, в зависимости от того, какую возьмете пряжу. Так? Но обязательно вяжите образец своей рукой. Давайте замерим, сколько у меня сантиметров данный образец. Получается, я набирала 36 воздушных петелек. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У всех могут быть циферки разные. Итак, у меня это, смотрите, практически 24 сантиметра. Так? И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочков. И самый первый, получается, наборный у нас был. Это 10 рядочков. Ну и маленький вот этот вот столбики без накидов 11. Ну, он совсем малюпусенький, да? Итак, давайте за самую высокую точку померим. Это получается в моем случае 10 сантиметров. Видите? Ровно 10 сантиметров. А если за такую вот за нижнюю точку, допустим, 9. Вот, то есть веерочек берет 1 сантиметр. Вот такая красота. Как вам? Необычно. В копилочку ваших узорчиков. Узорчик, конечно, не новый. Возможно, вы им что-то уже вязали, поэтому нам будет интересно. Если вы что-то уже вязали, расскажите, что у вас получилось, какой пряжей. Мы будем читать и вдохновляться. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарии. Это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. А также делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.